Автобус по вечернему Берлину двигался медленно, будто пробираясь сквозь тяжелый осенний воздух. За окнами блестели мокрые витрины, отражая свет витрин на Александрплац. Пассажиры были уставшие. Кто-то дремал, кто-то листал телефон, кто-то просто смотрел в темноту, чтобы скорее добраться домой. Все казалось привычным и серым, пока на остановке Россенталер-Плец внутрь не вошли трое молодых мужчин, шумных, самоуверенных, с запахом дешевого пива. Их смех сразу заполнил салон. Они толкались, хватали поручни так, будто проверяли, выдержит ли металл. Один заметил пожилого мужчину у окна, аккуратно одетого, с портфелем и седыми волосами. Улыбка у хулигана была хищной. Он пнул сумку старика, наклонился слишком близко, бросил обидное замечание. Старик тихо извинился, виновато потупив взгляд. Ответом стал только грубый смех и довольные оскалы его приятелей. Люди отворачивались. Казалось, автобус стал теснее, не от количества тел, а от страха. Никто не хотел связываться. Даже водитель, заметив шум в зеркале, сделал вид, что сосредоточен только на дороге. Молчание стало соучастником. На заднем сиденье у окна сидела девушка в темной куртке с капюшоном. На вид обычная пассажирка, уставшая после трудового дня. Но ее поза выдавала устойчивую внутреннюю дисциплину. Прямой позвоночник, неподвижные плечи, взгляд опущен, но не расслаблен. Один из парней заметил ее и решил, что найден новый объект для внимания. Он подошел слишком близко. Тихие слова, наглая ухмылка, рука на ее плече, и мир будто на мгновение застыл. Когда девушка подняла голову, ее глаза были ледяными и спокойными. Она произнесла короткую фразу, без крика, но с такой уверенностью, что казалось, воздух вокруг стал гуще. Следующего мгновения никто не успел разглядеть. Быстрое точное движение, и мужчина оказался согнутым, прижимая кисть, словно спасая ее от слома. Его вопль заставил пассажиров вздрогнуть. Второй попытался вмешаться и мгновенно сел на пол, не сумев вдохнуть после точного удара. Третий остолбенел, дрогнул и отступил. Девушка стояла ровно, будто просто встала, чтобы выйти. Когда автобус замедлился у следующей остановки, она коротко приказала троице покинуть салон. Голос был спокойным, как приказ на учебном плацу. Они подчинились без лишних слов, поспешив скрыться в темноте улицы. Двери закрылись, и внутри воцарилась тяжелая тишина, но теперь другая, не трусливая, а наполненная уважением. Пожилой мужчина поднялся, поблагодарил ее тихо, почти шепотом. Молодая мама у колонны обняла ребенка крепче, будто мир на мгновение стал безопаснее. Водитель дрожащим голосом признался, что эти ребята терроризировали маршрут уже недели. Она лишь чуть кивнула, будто это не имело значения. Когда автобус подъехал к Тиргартену, девушка встала, поправила капюшон и вышла. На улице пахло мокрой листвой и холодом. Несколько пассажиров хлопнули, негромко, но искренне. Она не обернулась. Когда-то она служила в спецподразделении Бундесвера, прошла командировки и тишину госпиталей. Сейчас была просто гражданкой. Но порядок, как она знала, не держится на форме, а на людях, которые не позволяют страху говорить за них. Она ушла вдоль темного парка, растворяясь в вечерней дымке. И пассажиры еще долго сидели молча, слушая шум двигателя и пытаясь понять, почему так трудно было встать первыми.